Всем привет! Привет! Всем привет! Сегодня мы пойдем с вами кататься на стандартном чешском катке, на котором обычно катаются чехи. Мне после Москвы, конечно, непривычно кататься на таких катках, но что имеем? Давайте покажу. Надеюсь, меня будет видно, потому что это вечер, это 0,5, это не всегда все прям так в хорошем качестве. В общем, большинство катков располагается либо в центре, либо около торговых центров. Как это правильно сказать? Либо около торговых центров. Около торговых центров. Хорошо, русские еще не забыли. Ну вот, и, кстати, очень часто встречается такое, что катки располагаются на самом последнем этаже торгового центра, то есть как бы на крыше, получается, торгового центра. Мы с вами идем на каток. Почему выбрал пойти этим путем? Давайте тут не пойду, подождите. Мы идем с вами на каток, который располагается около, как бы я называю, телевизионной башни. Но это Жишковская башня. Я так понимаю, она ничего общего с телевидением не имеет. Хотя, наверное, стоит посмотреть и почитать вообще о ней что-то. Потому что я чисто базируюсь на своих внутренних ощущениях. Каток вроде работает, людей немного. Поэтому мы можем с вами сейчас покататься. Прокат стоит коньков 100 крон, а вход 150. Ну и, конечно, цены везде разные. Где-то стоит 70 прокат коньков, допустим, 130 вход. Но в среднем это 10 евро за то, чтобы покататься. Значит, было принято стратегически важное решение. И да, мы только что были на катке вечером, а уже день. Я решила, что лучше снимать видео днем. И днем, скорее всего, будет меньше людей. Будем считать, что вначале я вам показала, как это выглядит вечером. И что можно там делать вечером. А сейчас мы с вами просто покатаемся. Я покажу, как выглядит лед, как вообще обстоят дела с катками. Ну и просто проведем классное время. Как это говорится, ты да я. Но мы с тобой. Ну ладно, это уже пошли какие-то взрослые выражения. Вот. Вообще настроение сегодня хорошее. Пока что, по крайней мере. Холодно. 0 градусов. Но как бы на мне что? На мне водолазка, свитер, куртка, леггинсы, джинсы и 3 носков. Ой, рука стала держать. Так что как-то так. И в продолжение к предыдущему видео, которое про как загадать желание, если вдруг не смотрели, смотрите, вообще классная вещь, потому что я каждый год загадываю себе, записываю, даже сказала так, не загадываю, записываю себе желание, и она помогает. Мне очень жаль, что я не смогла найти прошлогодние свои записи. Но в этом году вот нужно сейчас будет прийти, после катка сесть и сделать. Ой, на улице вообще прям с кайфом. Все-таки мне нравится больше гулять днем, чем вечером. Есть люди, которые предпочитают выходить вечером, гулять по ночному городу. Я раньше тоже так любила, но сейчас мне как-то больше нравится гулять днем, когда ты чувствуешь свет, когда ты чувствуешь больше жизни, что ли. Хотя я уже пару дней ложусь, наверное, часов 2 ночи. Не знаю почему. Видимо, наслаждаюсь и ночью тоже.
что касается коньков и катков в Чехии. Собственно, я бы сказала, что я из Москвы. И, конечно, да, катки здесь не будут такими, как в Москве, здесь не будут залитые парки, ничего такого здесь нет, но при всем при этом, если выбрать правильное время, то можно, наверное, прийти, когда здесь будет пусто. Есть еще крытые катки, они больше, потому что это хоккейные арены, там тоже много людей, но welcome to Czech Republic. Если вы вдруг любитель катков, то, наверное, не стоит переезжать в Чехию, потому что, здесь можно кататься, но не в полное удовольствие, я бы сказала так. Winter snow like spirits white gently blankets the earth in light. It paints the world a scene divine, pure and lovely, a frozen rhyme. The dancing flakes, a voiceless art, sketch winter dreams upon the heart. Morning breaks on snow-clad land, sunlight sparkles where we stand. A silver world, serene, complete, brings solace to a restless beat. Что ж, я всегда любила больше ролики, чем коньки, но пока я каталась, я поняла одну прекрасную вещь, что, наверное, нужно зимой ходить на какие-то зимние виды активити, а летом на летние. То есть, условно, я всегда зимой такая, ой, холодно, не пойду на каток, не пойду на санки, не пойду туда, не пойду сюда. Но по факту, чтобы наслаждаться зимой, нужно ходить на зимние активити. Выбираться, допустим, в горы, где-то там наблюдать снег. Не знаю, на зимнюю рыбалку, конечно, я не пойду, но как вариант, почему бы и нет. Поэтому основной посыл этого видео не то, что катки в Чехии маленькие, конечно, и он тоже. Ну и то, что, наверное, зимой все-таки нужно делать какие-то зимние вещи. И настроение от этого поднимается. Не уверена, было бы у меня хорошее настроение, если бы сейчас на улице было бы пасмурно и шел бы снег. Вот, было бы, наверное, круче, если бы в Рождество, сегодня у нас Рождество, если бы в Рождество у нас шел снег. Это было бы намного приятнее. У вас не закрылась еще голова? Потому что у меня уже. И я уже неоднократно говорила в своих предрождественских видео, что в этот Новый год я одна. И знаете, я сначала очень переживала по этому поводу. Думаю, ну как так? Рождество одна, Новый год одна. Ну, благо, православное Рождество я буду встречать не одна. Ну, не то, чтобы я сильно верующая, да. Вот, и я решила расстроилась, думаю, как так, почему? А сейчас, знаете, я понимаю, почему. Я стала более продуктивной. Вот эти вот неделю, пока у меня там подруга уехала, с другой я не сильно вижусь. И я начинаю понимать, что нужно заниматься собой, нужно развивать себя, выходить самой, не ждать никого. И в этом есть смысл, и, наверное, в этом есть огромный плюс того самого рождественского подарка, который с нами произошел в этом году. Правда, если в вашей жизни что-то случилось, у всего есть на это причина. Главное просто не брыкаться. Наверное, тут 10 подбородков, да? Не брыкаться, понять, возможно, для чего это могло быть дано. Возможно, вы были, вот как я, да? Я была сконцентрирована слишком сильно на других людях. Я все время ждала, пока кто-то со мной пойдет на улицу, пока кто-то там что-то спросит, куда-то позовет, еще что-то. Не всегда, конечно, но в большинстве своем мне проще было все время с компанией куда-то пойти, куда-то выходить. А сейчас я понимаю, что мне это не нужно. Я вот с следующего года, например, хочу пойти на волейбол, который откладываю уже хрен знает сколько лет, именно в Праге. Потому что, мне как-то не по себе от того, что я туда пойду одна. Но по факту не нужно этого бояться, да? 33 морщины, окей. Вот. Плюс я хочу пойти на бокс, я хочу заняться танцами. Я начала заниматься спортом, я однократно это уже говорила, и повторю еще раз. Сегодня будет 11-й день спорта, помимо того, что я пошла на каток. И как бы, вы знаете, я рада всему этому, рада всему происходящему. Это, наверное, рост. Наверное, так выглядит взросление, и кто-то отказывается принимать его, а кто-то нет. Так что выбор всегда за вами. Но катки
катки, ребята, в Чехии очень маленькие. Так что такой маленький короткий ролик. Я, может быть, пойду прогуляюсь потом еще, не знаю. Это будет такой мини-журнал. Этот ролик не должен был выходить сегодня, но я решила, что перед Рождеством, перед новогодними праздниками, возможно, вам будет интересно посмотреть что-то более новогоднее из Чехии. Ну, а в Новый год обязательно вас поздравлю. И да, катки в Чехии маленькие такие, потому что электричество дорогое, а в Чехии не холодно, и они сами не могут застывать. Всем пока!